Космические легенды Востока. Елена Ивановна Рерих и Николай Константинович Рерих. Предание об Атлантиде. Часть 1. Обратимся к легендам о том, как развивалось человечество нашей планеты. Легенда 3. Предание об Атлантиде. Агни-йога. Надземная. Мыслитель признавал древность Земли и человека. Он утверждал, что планета пережила много катастроф. Он же писал и об Атлантиде. Но люди долго считали это сказкой. Лучшая действительность для невежд — сказка. Начало 4-й расы. 4-я коренная раса, атланты, начала свое существование примерно 4-5 миллионов лет тому назад. В ту эпоху 3-я раса уже клонилась к своему упадку. Большая часть громадного континента Лемурии еще существовала. Новая великая раса зародилась там, где сейчас находится приблизительно середина Атлантического океана. Тогда в этом месте было скопление многих островов. С течением времени они поднялись и превратились в великий континент — Атлантиду. Агни-йога. Мир огненный. Часть 1. Об Атлантиде не принято было даже говорить, несмотря на греческих писателей. Можно видеть, как человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному благополучию. Так и понятие эволюции само по себе становится отвлеченным и нисколько не беспокоит сознание каменного сердца. Но разве не зовет каждый небосклон к мысли о вечном движении? Только в этих эволюционных понятиях можно принять красоту пути земного, как обители по восхождению. Люди 4-й расы произошли от избранных из 7-й подрасы 3-й расы. Первые атланты были ростом ниже лемурийцев, но все же были великанами, достигали 3,5 метров. С течением тысячелетий рост их постепенно уменьшался. Цвет кожи первой подрасы был темно-красный, а второй — красно-коричневый. Агни-йога. Надземная. Можно представить, что некоторая преемственность существовала между эпохами. Так самые древние культуры Египта и майев были связаны с Атлантидой, которая, в свою очередь, была связана с Лемурией. Состояние первых атлантов можно назвать младенческим. Их сознание не достигало уровня последних подрас лемурийцев. Поэтому развитие их происходило под непосредственным руководством великих наставников человечества, одаривших их разумом в 3-й расе. Иерархи Великого Братства воплощались среди первых атлантов в лице их правителей. От руководивших ими божественных учителей атланты восприняли веру в существование высшего космического существа, проникающее все сущее. Так был установлен культ Солнца, как символ этого наивысшего понятия. Для его прославления атланты поднимались на вершины гор. Там из цельных камней они сооружали подобие кругов, представлявших годовое вращение Солнца. Эти камни были расположены таким образом, что для того, кто становился перед жертвенником в центре круга, Солнце появлялось во время летнего солнцестояния позади одного камня, а во время весеннего равноденствия позади другого. Эти же круги камней служили и для других астрономических наблюдений, касающихся отдаленных созвездий. Агни-йога. Знаки. Со времени Атлантиды в обрядах друидов главный жрец совершал хождение против Солнца, тогда как все прочие обходили круг по солнечному обращению. В этом заключался символ малого и великого познания. Малое познание увлекаемо обычными энергиями. Но великое познание, предстоя течению космических сил, обычно рождает из хаоса новые энергии. Так мудро в солнечном культе
обозначали степени человеческого восхождения. Центры, вращаемые против Солнца, дают особую огненную энергию. Рассвет Атлантиды. Третья подраса атлантов, толтеки, достигла вершины развития своей расы. Они тоже были высокого роста, достигали 2,5 метров. Со временем рост их уменьшился, дойдя до роста человека наших дней. Цвет кожи этой подрасы был медно-красным, черты лица их были правильными. Потомками толтеков являются чистокровные представители перуанцев и ацтеков, а также краснокожие индейцы Северной и Южной Америки. Приблизительно 1 миллион лет тому назад, когда атлантическая раса находилась во всем своем рассвете, континент Атлантиды занимал большую часть Атлантического океана. Северной своей окраиной Атлантида простиралась на несколько градусов восточнее Исландии, включая Шотландию, Ирландию и север Англии, а южной – до самого южного тропика, примерно до той местности, где сейчас находится Рио-де-Жанейро, включая Техас, Мексику, Мексиканский пролив и часть США и Лабрадора. Экваториальные области включали Бразилию и все пространство океана до золотого побережья Африки. Теперешние Азорские острова были недосягаемыми снежными вершинами наивысшей горной гряды континента Атлантиды. Существовали также отдельные, как бы оторванные от Атлантиды части в виде островов различной формы, превратившиеся впоследствии в континенты Европы, Америки и Африки. Толтеки создали самую могущественную империю среди народов Атлантиды. Приблизительно около миллиона лет назад, после долгих междоусобных войн, отдельные племена объединились в одну большую федерацию, во главе которой встал император. Наступило время мира и процветания всей расы. В течение многих тысяч лет царствовали толтеки над всеми континентами Атлантиды, добившись огромного могущества и богатства. Город Золотых Врат, расположенный в восточной части Атлантиды, являлся резиденцией императоров, власть которых распространилась на весь континент и даже на острова. В течение всей этой эпохи посвященные водители всегда поддерживали связь с сокровенной иерархией света, подчинялись ее предписаниям и действовали согласно с ее планами. Вследствие этого рассвета эпоха была золотым веком Атлантиды. Управление было справедливым и благотворным. Искусство и науки процветали. Руководители страны, пользуясь сокровенным знанием, достигли поистине необыкновенных результатов. В ту эпоху культура и цивилизация Атлантиды достигли своей кульминационной точки. В эпоху рассвета, под влиянием императоров-адептов, народ достиг наиболее чистого и правильного понимания божественной идеи. Символ являлся единственной формой, при помощи которой можно было подойти к идее той сущности космоса, которая, будучи невыразима, проникает в все. Таким образом, символ Солнца был одним из первых воспринят и понят. Агни-йога. Беспредельность. Правы, говоря о начале едином. Именно в этом заключается ядро эволюции. Храмы, оповещенные, в Атлантиде знали этот великий принцип. Культ огня и культ солнца прославлялись в великолепных храмах, возвышавшихся на всем протяжении континента Атлантиды, особенно же в городе Золотых Врат. В те времена запрещались всякие изображения божества. Диск солнца являлся единственной эмблемой, достойной изобразить голову божества, и это изображение находилось в каждом храме. Этот золотой диск обычно помещался таким образом, чтобы первый луч солнца озарял его во время весеннего равноденствия или летнего солнцестояния. Агни-йога. Знаки. Можно видеть еще раз
насколько космогония атлантов шла правильным путем. Не только осознавался химизм лучей, но и действенное сотрудничество светил. Именно то, к чему после долгих блужданий снова приходит человечество. Культура и цивилизация атлантов. Науки и искусство достигли максимального развития в Толтекской подрасе. Ни одна из остальных подрас Атлантиды не могла сравниться с толтеками. Письменность была изобретена атлантами и применялась ими. Они писали на тонких металлических листочках, поверхность которых напоминала белый фарфор. Они умели воспроизводить и размножать текст. Школы эпохи Рассвета были двух категорий. Начальные, где обучали чтению и письму, и специальные, куда переводились дети в возрасте приблизительно 12 лет, проявившие особое дарование. В этих высших школах они получали более обширное образование. Здесь изучались ботаника, химия, математика и астрономия. Большое внимание обращалось на то, чтобы каждый образованный человек знал в общих чертах медицину и способы лечения магнетизмом. Все науки в школе проходили иначе, чем у нас. Главной задачей учителя было развитие скрытых психических сил ученика. И в связи с этим экспериментальное знакомство с тайными силами природы. Сюда входило ознакомление с сокровенными особенностями растений, металлов и драгоценных камней, а также химический процесс трансмутации металлов. Большинство людей обладало тогда способностью управления психическими силами. Особенно выдающиеся лица обучались в высших школах и университетах, где специально занимались развитием скрытых индивидуальных сил. Агни-йога. Знаки. Учения о терафимах и заклятых предметах идут из великой древности, когда атланты знали психическую энергию. Вопросы, касающиеся одной из главных отраслей жизни толтеков, сельского хозяйства и земледелия, подробно изучались в высших школах. Здесь учили разводить особые породы животных и выращивать специальные сорта растений и злаков. Овес и некоторые другие сорта злаков являются результатом скрещивания пшеницы с различными травами, растущими в естественном виде на нашей планете. Пшеница же не есть продукт нашего мира. Она была занесена учителями мудрости с другой планеты. Все опытные исследования в этой области производились в агрономических школах Атлантиды. Одним из результатов этих исследований было поразительное видоизменение банана, который в диком состоянии был почти без мякоти и, как дыня, полон косточек. Лишь после многих столетий, а может и тысячелетий, огромное число прививок и особые условия выращивания дали тот фрукт без косточек, который мы теперь знаем. При многих опытах скрещивания и выращивания новых пород животных и растений толтеки пользовались применением искусственного тепла и света. Из домашних животных толтеки разводили особый вид свиней, похожих на маленьких тапиров, больших животных, похожих на кошек, предков собак с волчьей внешностью. В качестве дойных животных они имели особый вид скота, похожий на верблюдов, но меньше их ростом. Ламы из Перу происходят от этих животных. Мудрое руководство иерархии света сказалось также в предначертании основных типов растительного и животного царств, которые проходят свою эволюцию формы и сознания при помощи непосредственного воздействия со стороны человека. Например, развитие формы такого благородного животного, как лошадь, было результатом многих опытов, которые человек того времени производил по начертаниям иерархии света и при посредстве ее помощников, посвященных. В земледелии большое значение придавалось астрономии, которая в то время не была отвлеченным знанием. Сокровенное влияние психической энергии, воздействующее на жизнь растений и животных, также были предметом изучения, и атланты
умели использовать эти знания. Способ вызывать по желанию дождь тоже был известен. Что касается развития искусства, то музыка даже в эпоху рассвета была весьма несовершенной, а форма музыкальных инструментов совсем примитивной. Живопись тоже никогда не достигала высокой степени развития. Скульптура, наоборот, достигла высокой степени совершенства. Каждый, кто имел средства или возможность, считал своим долгом поставить в храме свое скульптурное изображение из дерева или камня, напоминающего базальт. Более богатые граждане отливали свои изображения из золота, серебра или орехалька. Главной отраслью искусства была в то время архитектура. Жилые дома даже в городах были окружены садами. Характерной чертой дома толтеков была башня, возвышавшаяся на углу или в центре здания. Башня заканчивалась остроконечным куполом и служила обыкновенно как обсерватория. Фасады зданий украшались фресками, скульптурой или цветными орнаментами. Атланты любили яркие краски и расписывали свои дома как изнутри, так и снаружи. Особое вещество, похожее на стекло, но менее прозрачное, пропускало свет во внутренность домов. Общественные здания и храмы поражали своей массивностью и гигантскими размерами. Храмы состояли из огромных залов, похожих на гигантские залы Египта, но еще более грандиозных размеров. Как и частные жилища, храмы украшались башнями, орнаментами и фресками, которые соответствовали их богатству. Башни служили как обсерватории и для культа солнца. Храмы и общественные здания украшались художественными инкрустациями и пластинками золота. Постройки, имевшие общественное значение, обыкновенно состояли из 4 зданий, окружавших центральный двор, посреди которого бил фонтан. Столица Атлантиды. Город Золотых Врат. Город Золотых Врат был расположен по склонам холма у морского берега. Покрытая великолепными лесами местность, подобно парку, окружала город. Находящаяся неподалеку горная цепь давала городу воду. На вершине холма возвышался дворец императора, окруженный садом, через который протекал поток, снабжавший водой сначала императорский дворец и садовые фонтаны. Затем он низвергался каскадами в водоем наподобие рва, окружавший территорию дворца, отделяя ее таким образом от города, который был расположен ниже. 4 канала, вытекавшие из этого рва, доставляли воду городу и питали кольцевые каналы, расположенные ниже, которых было 3. Внешний из них, расположенный ниже других, еще возвышался над окружающей равниной. 4-й канал находился уже на самой равнине, собирая все сбегающие воды и, в свою очередь, низвергая их в море. Таким образом, город делился при помощи каналов на 3 концентрических пояса. В самом верхнем из них, примыкавшем непосредственно к территории дворца, были расположены беговое поле и огромные общественные сады. Большая часть правительственных учреждений находилась в этом поясе. Там же находилось здание для иностранцев, настоящий дворец, в котором все иностранцы, посещавшие город, на все время пребывания пользовались гостеприимством. Частные дома и храмы занимали следующие 2 пояса. По обширной равнине повсюду раскинулись виллы, резиденции богатого класса. Сравнительно бедная часть населения жила в районе нижнего пояса, а также по ту сторону внешнего канала, у самого моря. Их дома более тесно жались друг к другу. В дни своего наибольшего расцвета город Золотых Врат насчитывал более 2 миллионов жителей, а общее число народонаселения всей Атлантиды в эпоху расцвета Толтекской подрасы достигало 2 миллиардов. Агни-йога. Озарение. Вижу молодого ученого, который собрал заветы всех учений Востока и сказал себе:
Вот выберу отовсюду наставления жизни. Отброшу все гимны и поклоны. Забуду разницу во времени и ошибки клеветников и переводчиков. Наиболее простое кажется наиболее основным. Из этих осколков сложу здесь одну жизнь. Это жизнь Востока. Несмотря на отрывочность, эта жизнь будет мудра и полна действиями эволюции. Древность Атлантиды может ответить полету запланетному. Дорогие наши зрители и слушатели, в следующих наших программах вы можете узнать, какие еще достижения были в развитии расы атлантов, а также о ее судьбе, упадке и разрушении. Благодарим вас за внимание. Ждем ваших вопросов и отзывов. Будьте счастливы. Пусть миру будет хорошо.